Всем привет! Вот и кончилось лето. Наконец-то я сижу дома, и можно рассказать вам про следующий объектив. Сегодня у нас в гостях легендарный Carl Zeiss Distagon 35 мм f1.4. Сейчас расскажу вкратце о своем опыте использования. Ну и перейдем к самому интересному. Покажу вам фотографии, которые у меня получились. И будет еще один маленький тест, где вы увидите сравнение Дистагона с обычной 35-кой 2.0, старой, дишной. Как обычно, в интернете нет ни одного вменяемого видео, где можно увидеть, как этот объектив фотографирует, потому что, как правило, все тесты с этим объективом – это фотографии каких-нибудь тестовых таблиц, фотографии кирпичных стен с сравнением резкости кирпичей и подобным шлаком. Ничего этого не будет. Мы просто посмотрим фотографии, которые у меня получились. Ну а пока вы видите фотографии, я расскажу о том, как этот объектив в использовании. На самом деле, это достаточно тяжелый объектив, он весит практически килограмм, и главный его недостаток, я считаю, это то, что он мануальный. Все, что я могу сказать про этот объектив, это то, что он дает невероятную картинку, но в то же самое время каждый кадр будет вам очень дорог. Дело в том, чтобы получить один удачный кадр на этот объектив, вам потребуется приложить намного больше усилий, чем на любой другой. Ну, как минимум, потому что у него нет автофокуса. Сейчас такие тенденции, что все фотосессии происходят либо на бегу, ну, как минимум на ходу, и ждать, пока вы там сфокусируетесь мануально, никто не будет. Если это увидит, просто скажут, что за тормоз, ну, вообще, зачем ты к нам пришел, неважно, хоть у тебя там 0,95 нокт или какой-либо подобный объектив. Ну, серьезно, сейчас в любой коммерции это просто невозможно использовать. Ну и подытожив, я хочу сказать, что у этого объектива есть две очень противоречивые вещи. Первая из них очень положительная, вторая очень отрицательная. Начнем с хорошей. Первая – это его рисунок. Объектив действительно просто поражает своей картинкой, просто нереальный объем, но тут выходит минус. Минус – это его мануальность. Да, может быть, для себя это возможно, но когда вы снимаете коммерцию, так получается, что этот объектив просто у вас лежит на полке. И не важно, что этот объектив весит почти килограмм, и не важно, что это Carl Zeiss, потому что, как правило, люди смотрят не на то, какой у вас объектив, а то, как вы умеете пользоваться. Но пользоваться мануальным объективом там, где нужно просто поймать момент, либо просто не тупить, не тормозить, получается невозможно. Все на этом. Удачных съемок!